Уважаемые друзья, уважаемые гости, сегодня по уже хорошей традиции, установившейся традиции, в волшебном совершенно месте Москвы, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, мы проводим церемонию премии «Оганесон». Очень важно, что по мере вручения премии «Оганесон» вот это комьюнити людей, ради которых будет хотеться сюда прийти, пообщаться, оно будет расти. И оно будет расти благодаря тоже не простым, а очень интересным людям, ученым, деятелям науки и культуры. И я действительно вижу такое большое будущее этой премии через то содружество лауреатов, которое стало сейчас формироваться, и в будущем будет одним из наиболее таких блестящих соцветий нашей российской и мировой науки. Здесь сегодня в этом зале члены ученого совета ОИЯЭ, представители разных стран мира. Это и Вьетнам, и Болгария, и Румыния, и Казахстан, и Узбекистан, и Российская Федерация, и Армения, и Азербайджан, и многие-многие другие страны. Я приглашаю сюда академика Юрия Александровича Золотова. Премия «Оганесон» присуждается за выдающиеся достижения в области аналитической химии и большой личный вклад в обучение молодых ученых, специалистов и высококвалифицированных кадров. Прежде всего, приятно, что физики хвалят химию и химиков. Ведь гимн физиков МГУ включает такие строчки: только физика соль, а остальное все ноль. Я позволю себе эту награду рассматривать как признание важности той науки, которой я занимаюсь. Эта наука называется аналитическая химия, как было уже сказано. И хотел бы рассматривать это как акт признания и трудов тех, кто аналитической химией занимается, кто занимается химическим анализом всего того, что нас окружает. Спасибо большое. Спасибо. Я не знаю кого-то глубже, лучше у нас в стране, чем Юрий Александрович. Я очень рад, что вы получили вот это признание, еще одно признание. Татьяна Владимировна Черниговская. Жюри решило присудить премию «Оганесон» вам за выдающийся вклад, ваш вклад в популяризацию научных знаний и развитие междисциплинарных исследований на стыке нейробиологии, лингвистики и психологии. Татьяна Владимировна сейчас исключительно востребована на передовом фронте мировой науки, а может быть даже не только науки, а вообще таких, что ли, формирования представлений о будущем нашем. Поэтому я с огромным удовольствием вас поздравляю, еще раз признаюсь в любви. Мы находимся в намоленном месте. Потрясающий музей. Я выросла в Эрмитаже, естественно, и я его знаю на ощупь. Но чувства такие же. Самые главные люди на нашей планете – это люди искусства. Вот если все закончится вообще, а потом кто-нибудь чего-нибудь выроет или прилетят откуда-то другие, они марку кофеварки не будут исследовать, а они вспомнят лучших из нашего племени. Поэтому мы должны ходить в музеи, смотреть великие фильмы, читать великие книги, слушать великую музыку, и только тогда у нас будет успех в науке. Это я точно знаю. Спасибо большое. Мы недавно познакомились с Татьяной Владимировной. Это огненная женщина, она, в общем, не требует каких-то украшений. Мне с ней предстоит еще ток-шоу. Я вообще этого страшно боюсь.
Следующий наш лауреат. У нас есть специальная категория для ученых, известных ученых, работающих в глобальной науке, в глобальном научном сотрудничестве. Вокруг него всегда кипит бульон из молодежи замечательной. Этот человек знает, что такое международное сотрудничество и знает, что такое большая международная высокая наука. Профессор Зиблон Зензели Вилакази. I'll talk about the African philosophical, humanistic philosophy of Ubuntu, which talks about human connectedness. That we are connected because of who we are, connected to nature, connected to the air we breathe, connected to the environment that we are at. That's called Ubuntu. It goes with the wording that says, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go with others. We go together. So, this award is not just my only award. It's a function of the various institutions I've worked at. It's deserved by many others who have actually helped me along. Спасибо большое. I thank you very much. Наш коллега замечательной страны. Конец континента, где два океана сходятся. Замечательные люди. Ну и замечательная лаборатория, в которой делаются прекрасные эксперименты. Я хочу пригласить двух замечательных девушек. Алию Нурмухамедову, Казахстан, пожалуйста. И Галину Княжеву, Дубна. Обе этих замечательных девушки, ученых, работают в ядерной физике. Они являются лидерами серьезных научных групп. И за ними идет серьезный коллектив, серьезная наука. Я глубоко верю, что эта премия будет присуждаться долго и вдохновлять многих ученых. На самом деле, эта награда — это результат работ ученых Казахстана и всех тех, кто в той или иной степени способствовали исследованию на ускорителе ДЦ-60 в Астане. Этот ускоритель был спроектирован и запущен учеными Объединенного института ядерных исследований. И я вам выражаю огромную благодарность за это. Позвольте мне поблагодарить моих родителей, которые способствовали мне заниматься моим любимым делом, наукой, и воспитывать замечательных детей. Для меня это имеет премия, наверное, особую такую ценность, потому что я работаю в лаборатории ядерных реакций, где как раз руководителем нашей лаборатории является Юрий Цалакович Оганесян. Надо сказать, что все наши исследования проводятся всегда с очень большой поддержкой как раз Юрия Цалаковича Оганесяна, Михаила Григорьевича Иткиса. И именно их советы и дискуссии с ними позволяют нам двигаться продуктивно. Мы не знаем окончательных ответов, но надеюсь, что истина где-то рядом. Одна занимается самыми легкими элементами, самыми легкими ядрами. Вторая, наоборот, самыми тяжелыми. Оба в высшей степени оригинальны в своих подходах. Оба имеют прекрасных учителей. Оба ставят прекрасные эксперименты. И несмотря на молодой возраст, когда людям говорят, у вас все впереди, у них действительно очень многое позади. Вот то, что позади, за это премия. То, что впереди, я вам желаю других больших премий, может, чем это. Спасибо большое вам всем. Дубна сейчас — это наше окно, наверное, не только в Европу, потому что в Европу точно, но и во весь такой научный мир. Это очень хорошо, что такое место есть. У Дубны сейчас особая миссия.